crew prepared for landing, thank you. Франкфурт часто начинается с дороги. Аэропорт, поезд, главный вокзал. И в этом маршруте есть странный момент. Ты еще не успел понять город, но уже появляется соблазн его осудить. В этом и проблема первого впечатления. Мы по привычке решаем слишком быстро, будто первые несколько минут уже объяснили нам весь город. И вот здесь как раз начинается главная проблема, потому что вокзал Франкфурта – это место, где в основном люди впервые сталкиваются с городом. Вокруг него сконцентрировано уж слишком много всего. Это и полиция, и наркотики, и кражи, и обычные прохожие люди, которые куда-то спешат, и люди, которым, очевидно, слишком тяжело жить. Когда город начинается вот так, то первое впечатление может сложиться быстрее, чем ты успел разобраться. Но справедливости ради можно сказать, что в этом районе сконцентрированы не только вот такие отрицательные черты, но также и положительные. Это достаточно хорошие отели, рестораны и бары. Но в этом есть парадокс, когда в одном месте концентрируются крайне плохие и достаточно хорошие черты города. На самом деле проблема Франкфурта появилась не вчера. Еще с середины 90-х этот район стал магнитом для всей этой темной городской энергии. Наркотики, уличная преступность, бездомность, проституция, огромный поток людей. До этого открытую наркосцену уже пытались выдавливать из других мест. Например, Таунус-Анлаге, где в начале 90-х ситуация стала катастрофической. Полиция проводила рейды, людей разгоняли, но это не решало проблему, а просто перемещала ее по городу. Во Франкфурте это даже называли джанки-джогинг, когда зависимые гоняют с одного места на другое, а сама проблема никуда не исчезает. В итоге сцена закрепилась у вокзала, потому что здесь сошлось все сразу. Легальная проституция, круглосуточный поток пассажиров, бары, отели, ночная жизнь, нелегальная продажа наркотиков и официальные комнаты потребления. Власти, конечно, пытаются удержать баланс между жесткими мерами и помощью. Оружейная запретная зона, камеры, рейды против дилеров, больше полиции. Но одновременно медпомощь, ночлег, комнаты потребления и новые стратегии. Потому что если просто зачистить район, история уже показала, что сцена не исчезнет. Она просто переедет в следующий парк, на следующую улицу и к следующей станции. И самое интересное, что достаточно пройти несколько сотен метров в сторону финансового квартала или в сторону Майна, и вы как будто оказываетесь в совершенно другом мире. Здесь более приличные люди, здесь дорогие машины, здесь достаточно чисто и прилично. Ну и первое впечатление, оно, конечно, никуда не исчезает, но оно становится более понятным, потому что город не весь такой, а только одна его небольшая часть, но на самом деле очень важная часть. Знаете, я не думаю, что Франкфурт нужно оправдывать или специально очернять. Проблема с вокзалом действительно есть, и она реально может испортить первое впечатление. Но, как по мне, ошибка начинается там, где мы принимаем это знакомство за весь город. Потому что Франкфурт раскрывается не сразу. Его легко неправильно понять, если остановиться только на первом впечатлении.